Итак, если ты смотришь это видео, то скорее всего знаком с такой замечательной программой, как Vegas Pro, и знаешь, как она иногда любит пранкануть твои нервы. Я, как титулованный укротитель синих букв на черном фоне в рамочке, собрал все свои многолетние знания, а это на минуточку 11 лет опыта монтажа в Windows Video Maker, чтобы поведать вам, как же сделать так, чтобы Vegas стал меньше лагать и вылетать. Погнали! И начнем мы с выбора версии. Тут все просто. Смотрите по функционалу и возможностям. Если компьютер старенький и вяленький, то я советую не ставить Vegas выше 15 версии. Если же ваш компьютер настоящий атлет, комсомолец и красавец, то можете смело ставить последнюю версию Vegas. Лично я рекомендую недавно вышедший Vegas Pro 19, ибо по сравнению с последними версиями, это самое стабильное, что создавала компания Magic. Если же вы вдруг не знаете, где можно скачать и ознакомиться с такой прекрасной программой, то загляните в наш Discord, там вы все найдете. Итак, запускаем Vegas, а пока он грузится, нужно будет кое-что подготовить. Запомните, а лучше запишите. Не стоит хранить на системном диске никаких программных файлов. Ну, если, конечно же, ваш системный диск не скоростной SSD. Это в разы ускорит рабочий процесс, особенно если ваш компьютер слабенький. Мой совет — перераспределить все файл-фолдерсы Vegas в отдельную папку на другом локальном диске. Желательно на SSD. Так что пока грузится Vegas, создаем отдельные папки на диске. Называем их как вам удобно, но главное, чтобы весь путь до папки не содержал русских символов. Далее, как запустится Vegas, нужно перейти в опции «Персональные настройки». И в пункте «Папка временных файлов» меняем стандартный путь на путь к заранее созданной папке. То же самое проделываем и в свойствах видеопроекта. Там меняем путь у «Папка с предварительно созданными файлами» и «Папка с записанными файлами». Как все сделали, жмем галочку «Начинать все новые проекты с этими настройками» и далее применить. Возвращаемся в персональные настройки. Во вкладке «Общие» настройки трогать не обязательно. Обычно там все выставлено нормально, и стоит что-то менять только в тех случаях, когда вам это нужно. Например, я убрал галочку с автоматического открытия последнего проекта во время запуска программы и использование новостной ленты, чтобы оставаться в курсе событий. Далее переходим во вкладку «Видео». Тут уже нам стоит менять динамик RAM Preview. По стандарту 200 МБ нам мало, а при выставлении значения 0, программа хоть и не будет лишний раз нагружать систему, но значительно дольше будет рендерить видео, поэтому я советую ставить не больше половины от доступного объема вашего АЗУ. Он, кстати, удобно указан справа. Главное, не переборщите, а то рендер может проходить с ошибками и вылетами. Программа выдаст предупреждение о том, что количество выделяемой памяти для других приложений уменьшится. Это важно и стоит обратить внимание, все перечитать и переварить полученную информацию в голове, чтобы, так сказать, лишних вопросов не задавать. Далее в пункте ускорения обработки видео на GPU ставим нашу видеокарту. В моем случае это RTX 3070 Ti. После переходим во вкладку «Внешнее управление и автоматизация». В ней нас интересуют два последних пункта. Меняем их с линейной на гладкий. Тем самым наша анимация будет более мягкой, а движения видео более плавными и красивыми. Теперь перейдем в устаревшие функции. Тут ничего без необходимости выбирать не нужно, но я советую обратить внимание на пункт Allow Legacy GPU Rendering. Грубо говоря, эта функция включает возможность использования устаревшей видеокарты для рендеринга. Устаревшими считаются все карты, которые не попадают в данный перечень. И этот перечень относится к Vegas Pro 16 и выше. Поэтому, если же у вас слабенький ПК и вы не хотите переходить на более ранние версии программы, можете включить эту функцию. Далее переходим в файл IO и в пункте аппаратное декодирование выбираем тот декодер, который подойдет для вашей системы. У меня видеокарта от NVIDIA, следовательно, я выбираю декодер NVIDIA NVDEC. Надеюсь, тут все предельно ясно. Также, если вы не монтируете ролики в H265 кодеке на постоянной основе, то обязательно выключите Legacy Have Decoding. Данный пункт очень сильно тормозит предпросмотр и монтаж видео, поэтому отключать его чуть ли не обязательно. И под конец зайдем в секретное меню Internal. Если вы не знаете, как туда попасть, то делаем следующее. Зажимаем клавишу Shift, после левой кнопкой мыши жмем по опциям, и ниже персональных настроек должно появиться меню Internal. Если у вас Vegas 14 версии и выше, то не отжимаем Shift и жмем левой кнопкой мыши на персональные настройки. Если вы все сделали правильно, у вас должна будет отобразиться новая вкладка Internal. Ниже в поиске вбиваем Multistream и меняем значение появившейся функции с False на True. Тем самым мы принудительно включаем функцию многопоточного рендеринга, от чего предпросмотр видео и эффектов может ускориться и стать более плавным. Функция крайне полезна. Лично я сразу увидел изменения, когда в первый раз ее поставил. Также, если у вас старые версии Vegas, то вбейте в поиск GPU и измените значение Allow GPU Rendering на True. Жмем применить и идем дальше. Теперь переходим в свойства проекта. Вообще свойства проекта
проекта, как и рендер, дело сугубо личное и зависит от того, какой ролик вы делаете и где он будет показываться. Но так как не все специалисты в этом вопросе, то я покажу свои настройки проекта и рендера, которые хорошо подходят для YouTube и в целом их можно считать универсальными для многих задач. Итак, если хотите монтировать видео Full HD с 60 кадрами в секунду, то данные настройки отлично вам подойдут. Чтобы не продлевать лишний раз видео, ставьте на паузу и копируйте эти настройки, а я иду дальше. Ниже видим первые 6 пунктов. Они влияют на четкость, цветокоррекцию и гамму картинки. Для красивой и насыщенной картинки советую ставить настройки, как у меня, перед самим рендером видео. В любом случае, вам никто не мешает играть с этими пунктами так, как вам больше нравится, ибо на вкус и цвет товарища нет. А вот последние 4 пункта нужно выставлять всегда такими, чтобы получить наилучший результат. В особенности последние 2. Если коротко, то Resample Mode это просто мыло, прямо как в Uncharted, и я не советую его включать. А методы деинтерлейсинга это алгоритмы устранения через строчности, и если их не включать, то картинка может быть такой. Я же советую включать либо Smart Adaptive, либо, если такого выбора нет, то ставьте интерполяцию, чтобы добиться вот такого вот результата. Я думаю, разница очевидна. Далее переходим во вкладку аудио. Тут тоже ничего сложного. Самое главное выставить Best в Resample and Stretch Quality, а остальное можете оставить по умолчанию или сделать как у меня. После всех махинаций возвращаемся во вкладку видео и теперь можем сохранить наш шаблон. Делается это легко, просто присваиваете нужное вам имя для проекта и жмете кнопку «Сохранить». И после ваш шаблон появится в списке. Напоследок ставим галочку пункты «Начинать все новые проекты» с этих настроек, чтобы ничего не сбросилось, и жмем «Применить». Готово, идем дальше. Теперь переходим в настройки рендера. Как только ваше видео готово и вы хотите его смонтировать, переходим в файл и жмем Render As. Находим среди форматов раздел Magix AVC/AAC MP4 и переходим в него. Выбираем любой шаблон и жмем на кастомизацию шаблона. Сейчас перед вами настройки моего рендера в Full HD. Опять-таки, ставим на паузу и списываем, пока училка не видит. Из важных хочу отметить моды и пресеты ниже. Во-первых, если у вас видеокарта от NVIDIA, то я советую использовать NVIDIA Encoder. Если же у вас видеокарта от AMD или от Intel, то выбираем соответствующий Encode мод. Это значительно ускорит процесс рендера видео и сильно разгрузит ваш процессор. Во-вторых, пресет. Его выставляйте в зависимости от ваших желаний, но я советую всегда ставить High Quality для наилучшей картинки. И напоследок затронем RC мод. Тут на выбор нам дается 2 битрейта. Переменный, то есть VBR, и постоянный, то есть CBR. Объяснять подробно, в чем их разница, займет у меня слишком много времени, и вообще это тема для отдельного ролика. Но если говорить вкратце и грубо, то при выборе VBR мы выставляем наш битрейт от минимального до максимального. Тем самым во время рендера видео наше значение битрейта будет непостоянным, и картинка в очень динамичных сценах может чуть-чуть ухудшаться или сыпаться, но взамен мы получаем существенную экономию места. При выборе CBR мы уже выставляем наш постоянный битрейт. В этом случае картинка не будет ухудшаться, но и размер файла может быть в 2, а то и в 3 раза больше, чем при VBR. Дам вам совет. Если вы занимаетесь съемкой блогов, летсплеев или чего-то не особо динамичного, то ставьте VBR и не парьтесь. Но если вы занимаетесь профессиональным монтажом, или вы делаете короткие мувики или нарезки из игр, или же вам важна каждая деталь и секунда в идеальном качестве и на размеры видео вам плевать, то смело ставьте CBR. Также, если будете менять разрешение видео, например, на 2К, то знайте, что и битрейт нужно будет сменить на более высокий. Вот мои шаблоны на разные разрешения. Тут есть и Full HD, и 2К, и даже 4К. Если же вам интересны все вариации битрейта под каждое разрешение, то прилагаю скриншот со справки YouTube, где у них указано, какой битрейт для какого разрешения подходит лучше всего. Далее переходим в раздел аудио и в зависимости от вашего типа звука выставляем нужные значения. У меня, например, вот так. После переходим во вкладку проект и меняем Video Rendering Quality на Best. Теперь можно сохранить шаблон точно так же, как мы это сделали со свойствами проекта. После чего можно найти ваш шаблон среди остальных и нажать на звездочку рядом с ним, чтобы добавить его в избранные и не потерять. Во время рендера ролика лучше не пользоваться компьютером. Выключите все игры, браузеры и лаунчеры и сходите отдохнуть. Лишняя нагрузка на компьютер во время рендера может привести к битым фрагментам, вылетаниям и синим экраном, ибо Vegas жадный и не любит делиться своими ресурсами с вашей ОС. А сейчас мы поговорим про автосохранение в Vegas. Это настоящая игрушка дьявола, и возможно многие не знают, но автосохранение включено в Vegas по умолчанию. И именно оно является главной причиной всех лагов и вылетов. Весь идиотизм этой функции заключается в том, что автосохранение может произойти во время просмотра или наложения эффектов, из-за чего Vegas сделает сапуку, пошлет вас куда подальше и выпрыгнет из диспетчера задач быстрее, чем вы успеете сказать
Автосохранение находится в папке временных файлов, которая по дефолту находится в AppData Local Vegas Pro, либо там, куда вы ее переназначили. Проверить, включено ли у вас автосохранение, можно в общих настройках. Тут есть отдельно для этого пункт. И вот мой вам совет. Лучше не включайте эту функцию. Если вы сохраняете свои проекты и не забываете это делать регулярно, то автосохранение вам будет только мешать. Да, теоретически после вылета Вегаса есть шанс, что в автосохранениях вы найдете свежий сейв своего проекта и продолжите все без потери прогресса. Но, когда вылеты вызваны самим автосохранением, есть большой шанс получить битый файл проекта, который не откроется вовсе. Если же вы все-таки решили включить или оставить автосохранение, то ставим соответствующую галочку в общих настройках. Далее закрываем настройки и заходим во вкладку Internal, о которой я рассказывал ранее. В поиске пишем Autosave. Теперь у нас перед глазами есть параметр интервала автосохранения. По умолчанию он установлен на 300 тысяч миллисекунд, то есть на 5 минут. Я советую ставить значение не больше 100 тысяч, а лучше вообще 60 тысяч миллисекунд, то есть автосохранения будут каждую минуту. Теперь, когда вы в курсе про темную сторону автосохранений в Вегасе, можем поговорить про способы спасения от лагов. Самое простое и основное — не используйте лучшее качество предпросмотра во время просмотра эффектов и монтажа. Лучше всего выставить значение превью на Full или Half. Изменять качество предпросмотра на более высокое стоит лишь в тех случаях, когда вам важно отследить качество картинки или отдельного монтажа. Как только вы дошли до точки невозврата и понимаете, что полностью выполнили какой-то этап монтирования, сразу же очищайте историю. Сделать это можно в меню «Правка» и в самом низу очистить историю изменений. Замечали такую вещь? Чем глубже в монтаж, тем больше тормозов. Это все потому, что Vegas хранит всю историю изменений проекта, а это так-то знатно его забивает. Так что чистите историю Vegas так же часто, как чистите историю браузера. Не забывайте про функцию пререндера видео. Все просто. Выбираете нужный кусок видео и нажимаете Shift плюс M, после чего рендерите в нужном вам пресете. Как рендер завершится, вверху таймлайна появится шкала с пререндером. Она показывает, какой отрезок вы отрендерили. Этот кусок, кстати, можно удалять. Достаточно просто нажать ПКМ и удалить. После выхода из проекта все пререндеренные файлы автоматически удаляются. Крайне удобно. Всем советую. Также есть функция отключения всех эффектов. Находится она справа от свойств проекта. Она крайне полезная при нагруженных монтажах с большим количеством эффектов, так как позволяет быстро отключить эффекты для предпросмотра без тормозов. Ну и напоследок, самый важный совет. Будьте спокойны. Vegas Pro — это сатана во плоти. Он питается вашим гневом и использует его против вас же. Даже если вдруг все залагало, а вы последний раз сохранялись час назад, успокойтесь. Не жмите судорожно все клавиши подряд. Просто дайте ему пару минут на восстановление. Шансы еще есть. Vegas тот еще Амогус, и от лишних нажатий может вылететь без шансов на возрождение. Я не умру! Я буду жить вечно! Что ж, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, ролик вам понравился и оказался полезным. Если остались вопросы, жду вас в комментариях. Всем удачи, пока!